Здравствуйте, мои многомиллионные подписчики. Сегодня опять же супер-мега необычный выпуск, потому что, судя из названия, вы уже поняли, о чем он. Давайте же сначала послушаем, что у меня получилось, а потом будем разбирать, что да как я делал, чтобы добиться такого суперского мега звучания на самом деле. Погнали! Итак, мои дорогие друзья, что же здесь происходит? Я записал, соответственно, без вокала, без всего этого, свой инструментальный трек, ну, в стиле Юран, как обычно. То есть вот так это все звучало, без вокалов. Некоторые рифы, вот этот особенно, я придумал специально для нового какого-то своего трека. Вместо вокалов у меня всегда были соляки какие-то. Можете, кстати, послушать мое творчество на всех электронных площадках, на раньше, как я все это делал. Ну, и я, не отступая от своего такого кредо, решил еще свой трек, давно не делал, записать.
И что произошло дальше, со временем? Именно в этом треке я подумал, блин, а что если, ну вот Юран был бы с профессиональным крутым вокалом? Профессиональным. И досели до 25-го года, в общем-то. Ну, и не делал ничего крутого, настолько натурального, как получилось в этом треке. Я записал его, потом загрузил в Suno версия 5. Давайте посмотрим, что там у нас. Вот что я сделал. Загрузил свой инструментальный трек в Suno. Вот он как раз. Написал текст к этой песне. Вот они. The roots still writhe, a fist of forgotten growth. Ну и так далее, как спето. Хорус, бридж, аутро. Конечно, он надавал мне тут кучу Г такого. И, наверное, с раза с 10-го у меня получился более-менее нормальный текст. Спет. Вот что он на самом деле сделал. Довольно-таки не очень по музыке у него вышло, но ничего, мне это не нужно было. Мне главное, чтобы вокал круто получился. Что я сделал с тем, что он мне тут назаписывал? Я полез сюда, Get Stems, и вокалы и инструментал скачал. Отдельно вокалы, отдельно инструментал. Инструментал мне этот уродский их не понадобился, естественно, мне нужен был вокал. Я сохранил WAV дорожку вокала. Это доступно только в версии Suno, версии 5. И что произошло дальше? Вокальная дорожка, конечно же, была тупо одной дорожкой. И это нужно было все причесать и подогнать под мои вот эти вот инструментальные моментики, остановочки там и так далее. Я это сделал, порезал. Ну, так себе. Но в миксе звучит довольно-таки неплохо. Вот так вот. Ну что с ним я сделал? Естественно, немножко исправил вот эти вот резкие средние у него были, которые они слишком выделялись из микса. Вот посмотрите, суф. Дальше этим эквалайзером еще я динамическим подрезал, уменьшил 900 Гц, потому что очень резко оно тут звучало. Ну и Virtual Mix Rack, как всегда. Здесь 2000 Гц я еще раз подрезал. В этом я прибавил, вот этого не хватило воздуха, 7 кГц. Ну и поджал совсем чуть-чуть. В принципе, с вокалом. Ну, здесь я сделал типа дилея такого. Просто скопировал дорожку и сдвинул на 1 или 2 такта. Далее сделал я такой эффект. Но это уже все вручную, конечно же. Такого не было в ИИ-версии. Сдвинул влево, сделал эффект телефона. Вот такой вот обрезка. Сдвинул влево, получилось очень неплохо в проигрыше. Ну, конечно же, по скорости, по темпу тут все совпало. Я прописал в Suno, что было 166. И тональность он понял. Это хорошо. Так, ну дальше. Давайте пройдемся быстренько по миксу. Как это все я записывал на своем баритоне, я показывать уже не буду, потому что все видео предыдущие можете посмотреть здесь сверху.
Я это все показывал, рассказывал. В этот раз не буду. Итак, записал я свой баритон, стандарт Б, шестая струна B. Вот такой вот рифчик, все началось с него. Дальше рифы пошли. Кто видел уже мои предыдущие видео на моем канале, может быть, узнали вот этот вот риф, потому что я его уже использовал, но я его перезаписал, конечно же, чтобы все было в этой тональности. Вот этот вот. И это все вставил я в этот трек в один. Дальше, вот этот риф тоже я уже использовал в своих предыдущих видео. Вы спросите, а что за звук гитар такой непонятный? А это мой любимчик новый. Amp Knob от Bogren Digital. Вот эта пачка маршалов. Я обзор на него делал. Посмотрите обязательно. Отличные. One Knob. Я даже его не сводил. Вот здесь только резонансные частоты на басах подрезал. Здесь слишком вот это вот резкие частоты были на 2600 Герц. Ну, Virtual Mix Rack, как обычно. Чуть-чуть прижал вот этим вот Distressor. Он вообще классический. Все партии я закопировал, как во всех предыдущих видео я говорил. Естественно. Чем? Правильно. Вы угадали, ребята. Этим 9-струнным из Ample Metal Hellraiser. Ну, чтобы был не дабл трек, а quad трек. Как будто 4 гитары. Все закопировал. Просто один в один. А вот живая гитара. Ну, естественно, она покруче звучит. Дальше поехали. Соло. Кстати, соло-дорожка, она пустая, потому что я... Вот они. Извиняюсь, удаляем. Remove track. Yes. Вот. Солячок дальше я записал. Естественно, с гармонией. Ну, по классике. Здесь я использовал, опять же, этот же бандл маршаловский. Но здесь уже Bad Boy для соло. Lead Knob. Все в моем обзорчике вы посмотрите на эту пачку из 3 плагинов маршаловских от Bogren Digital. Дальше вокалы показал. Пэдик во вступлении. Прекрасный пэдик. Вот этот вот. Басовый. Это все, конечно же, мой любимый Twin от FabFilter. Дальше барабаны. Наверное, вы обратили внимание, что барабаны, ну, вообще настолько крутански звучат. Вы знаете, я распробовал наконец-то барабаны от Джоша Миддлтона. И его библиотека вот эта вот MDL Tones. Офигеннейшая просто. Она настолько подошла под этот Юрос Metalcore Kit название. Ну, я взял за основу, чуть-чуть буквально подкрутил, там погромче малый, погромче щелчок от бочки. Ну и что вы думаете, я все партии барабаны сам записал? Нет. Я взял, ну, наверное, 80% или 75-80% взял грувы, вот эти. Да, от Джоша Миддлтона, ребят. Но именно вот этот я не брал, взял другие, здесь их мало. Конечно, порезал, разрезал, какие-то акцентики расставил, чтобы оно подходило к моему ритму вот этому под риф, естественно.
Бас, да, вы спросите? Вот, смотрите, как с басом звучит. Бас, естественно, пятиструнный, он там шестиструнный на самом деле. Для этого стиля я выбрал нолли. Ну, в общем-то и все. Вокалы, гитары, все вставлено, все звучит, по-моему, очень круто. Вы еще раз переслушайте сначала всю эту штучку. Ну, в общем-то и все, ребят. По обработке все очень просто, стандартно. Здесь по гитарам я вырезал резонирующие вот эти вот 129 Гц. Блэкбоксом гармоники поднял. Сусом, что я сделал? Во время вокала поджимаются гитары в сайдчейне. Это я все рассказывал в предыдущих своих видео. То есть вот эти частоты здесь подрезаются в гитарах вокала. То есть вокал звучит лучше, потому что в гитарах вырезается эти частоты, на которых находится вокал. Дальше бас. По басу прям стандартный плагин, клин. Ничего тут нового. Здесь я подрезал, да, одну из нот, она очень громкая. Поджал, Virtual Mix Rec, как обычно. Sooth, это в басу, внизу, в нижней части самой басовой баса, вырезается частота тоже в сайдчейне бочки, чтобы бочка лучше пробивалась. Видите, тук-тук, проминается бас. Буквально там 3-4 децибела. Очень заметно на самом деле. Дальше что? Clean Guitars. Это баритон вот этот вот, да. На бриджевом, на нековом, конечно же, P90. Звучит потрясающе, ребят. Пэда никакого здесь нету. Это так звучит. Вот цепочка. Я взял тот же Amp Knob, чистый канал. Вот этот вот. Но здесь фишечка есть. Я взял от Годжиры вот этого вот. Я усилитель сам не пользовал. Я только оставил от этого плагина Archetype Godzilla. Только, как вы увидели, реверберацию и дилей. Shimmer. Это все шиммер. Это прекрасно, это гениально. Дальше что? Синт, бас. Тут все понятно. Twin 3 тоже он. Ну, подкрутил, конечно же, вот этот пресет Dive Bomb, чтобы... Ну, модерново, чтобы было. Вокалы рассказал. Это что? Ну в конце, да. Sawtooth, классическая пила. Ну, тоже Twin 3, да. Ну, такое усиление альтернативное в концовку, более-менее разнообразно. Ну и все. Master Chain. Тут все просто. Virtual Mix Rack. Это склеивающий компрессор на мастершине. Virtual Mix Rack. Ну, опять же, вот это в этом режиме. USA я использовал. И чуть-чуть мне показалось, не хватает басов. Прям саб-басов. Совсем чуть-чуть прибавил на ревайвале. Вот в этом ревайвал. Офигенный. Чуть-чуть, один. На мастершине еще раз этот Black Box. Очень вам советую его, ребят. Офигенная штука. Прям гармоники поднимает, достает микс из поняли откуда. Ну и финальный. Просто 4 децибела поднял.
на лимитере-максимайзере. И все. Silence. Вот и все, мои дорогие друзья. Если что-то вам было полезно очень, и вы сказали, блин, так это гениально. Я же самый инструменталист, а вокалиста у меня нету. А давай я сделаю как ты. Загружу в Suno, он мне что-то споет. Я вставлю это в свой проект. У меня полноценный трек. Heavy metal. Modern metal, я бы назвал его. Ребят, с вас за все это лайки. Подписка. С вами был Юран. Увидимся совсем скоро. Ну, уже в 26-м году, потому что... Это кресло скрипит. Накануне у нас 26-й. Сейчас уже конец декабря. С Новым годом, с наступающим всех. Увидимся!